Чик-чик, привет! Это канал Гоши Карцева, а я Гоша Карцев. Самый узнаваемый и наиболее часто подделываемый люксовый бренд в мире. Это Louis Vuitton за 15 минут. В этом видео ты узнаешь, кто такой Louis Vuitton, сколько это стоит и почему, как отличить оригинал от пали и при чем здесь Горбачев. Погнали! В далекой стране Франции, в далекой деревне Анше, в семье землевладельца и мельничихи 4 августа 1821 года в 3 часа ночи родился пацаненок по имени Луи. В 13 лет амбициозный парень понял, что ему это не надо, и пешочком пошел в Париж. Врубаешься, 2 года шел. И в пути набрался опыта у плотников и столяров. Возмужал, так сказать. Фамилия Vuitton примерно означает «упрямая башка». Ему уже 16, и тут подвернулась работенка учеников мастерской сундучника господина Маришаля в знатном районе Парижа. Парень трудился на Маришаля 17 лет. Сундучники раньше упаковывали вещи богатых клиентов по индивидуальным меркам. Под каждую вещь свой сундук или коробка, все же трясется в повозках на лошадях. В Париже роскошь, государство стремится процветать. Так сказать, вторая империя. Текстильная индустрия взлетает, Париж отмывают, налаживают канализацию, современный Вавилон. У меня для тебя кое-что есть в этом знаменитом пакете. Ты можешь это выиграть. Смотри это видео внимательнее. Важную роль в его жизни сыграла Евгения, молодая жена Наполеона III. Нарядов много, все пышные, кринолины, китовый ус и все в чемоданах Луи. Придворный упаковщик, так сказать. И вот Луи уже взрослый мужик, жену нашел, открыл магазин в 1854-м. И тут все и началось. Вскоре в своей именной мастерской он предлагает новинку для рынка – плоский чемодан. До этого чемоданы имели выпуклую крышку, что вода стекала, и делали их из кожи свиньи. Кожа мокла и пахла, и одежда в них тоже. Такая логика. Луи же делает его плоским, чтобы можно было ставить один на другой, легким, используя тополь, и прочным, с металлическими полосами. Он впервые использует ткань с мучным клеем серого цвета трианон. Тогда же и появились первые подделки. В 70-х Луи предлагает клиентам ткань с полосками на чемоданах, чтобы отличались от других, и вводит свой багаж в статус люкса. Интересные факты! Говорят, на фабрике сумки проходят тесты прочности. Их бросают с высоты полметра. Протестируй сумку. Оставляют на 4 дня наполненными грузом в 3,5 килограмма, подвергают ультрафиолетовому излучению, а также открывают и закрывают молнии 5000 раз. Париж – центр моды, а Louis Vuitton – ее упаковщик. Молодец, мужик! В 1975 году появился революционный знаковый чемодан Wardrobe. Перевозной функциональный гардероб путешественника, позволяющий извлекать необходимое на любом этапе странствий. Короче, возили ребята с собой шкаф, в котором все надежно хранилось, и даже падения ему были нипочем. Меняется мир, техническая революция. Эйфелева башня, добрый день! Развиваются железные дороги, морской транспорт, пароходы и паровозы там всякие. Темп жизни ускоряется. Жюль Верн еще со своей «Вокруг света за 80 дней». Поняв дух времени, Луи процветает и расширяется. В 2011 году уже 200 рабочих, 4 стратегически правильно расположенных магазина. Интересные факты! В бутике Louis Vuitton на Невском проспекте в качестве экспоната стоит сундук великого князя Бориса Владимировича Романова. Он был двоюродным братом императора Николая II и постоянным покупателем. Дарил сундуки фавориткам. «Подари мне сундук, князь!» В 1957 году появляется сын Жорж, как я почти, только с усами, как у бати моего. Воришки не дремлют, чемоданы состоятельных господ активно взламываются. Жорж с отцом несколько лет ломая голову. Разрабатывают очередную новинку. Надежный механизм с 5 скважинами. Вскрыть почти невозможно. Ходят слухи, что мой тезка пытался привлечь иллюзиониста Гарри Гудини, чтобы тот вскрыл чемодан семейства Vuitton с собой запертым. Последним творением основателя Louis Vuittona стал один из главных символов бренда – ткань дамье из коричневых и бежевых квадратиков. Интересные факты! Часто детали сумок Louis Vuitton сделаны из воловьей кожи специальной обработки. Она со временем загорает до богатого янтарного оттенка. Кстати, так можно отличить оригинал от пали. После смерти отца в 1892 году во главу дома встает Жорж. В 1996 году, устав от копирования изделий принтов, он придумывает до более знакомую нам монограмму. Она состоит из 4 элементов, 3 цветочных мотива и переплетенные, но различимые инициалы создателя. Буквы ЛВ – это дань уважения к отцу и основателю дома. Точных источников происхождения цветков нет. Ими могли бы быть мотивы искусства, впечатляющие Жоржа. Парижские церкви, витражи, керамическая плитка или японские эмблемы на коврах. Первая сумка с названием «Стимер» появляется в 1901 году. Тогда она предназначалась для грязного белья, накопленного за путешествия, и шла бонусом к чемодану, но затем эволюционировала и стала универсальной и для самолета, и для автомобиля. Актуальные версии продаются и по сей день. Интересные факты!
Особые изделия и частные заказы все еще производятся вручную в этой же мастерской и по тем же технологиям, что и в 19 веке. Ближе к 900 году Жорж Вьютон проникается новым видом транспорта элиты – автомобилем, и на хайпе быстренько создает различные версии багажа для него. Семейство Вьютон даже создает свою малолитражку. Машина, квартира, шкаф содержит умывальник, зеркало, 4 чемодана, коробки для шляпок, дорожную аптечку, бар и превращается в спальню или столовую. Далее, в 907 году в управление компанией вступает 24-летний сын Жоржа Гастон Луи. Он элегантно внедряет в семейный бизнес больше искусства и маркетинга. В 1926 году он создает первые духи под названием «Часы отсутствия». В 30-х, когда уже появилась возможность гонять на выходные на тачке на Лазурный берег, стала популярна новая модель сумки под названием Кипол. Сумка выходного дня, так сказать. Сейчас звезды с ней путешествуют по миру, а московская богема гоняет спортзалы. Период Второй мировой у бренда покрыт тайнами, документы якобы сгорели. Ну-ну. В 50-х и 60-х годах больше времени посвящается гибким и компактным моделям. Гибкой ткань стала благодаря ПВХ. ПВХ и Луи Виттон в одном предложении. Как тебе, а? Например, модель Ноэ, придуманная Гастоном Луи, изначально созданная для перевозки 5 бутылок шампанского, теперь аксессуар для модниц. Также сумочка-бочонок Папилон, которую очень любила икона стиля манекенщица Твиги. Ну и знаковая Спиди, уменьшенная версия Кипол, вошла в моду, в том числе благодаря Одри Хепберн. Журнал Vogue приложил руку, багаж Луи завсегдатый съемок. И так, и сяк, в целом, как и сейчас. К концу прошлого века ДНК бренда сформулировался окончательно. Мы храним то, что ценно для вас. Вот идея бренда. Это работа исключительно в люксовом сегменте, внимание к качеству, постоянный поиск инноваций и страсть к путешествиям. Интересные факты! В ноябре 2013 года на Красной площади в Москве установили огромный сундук Луи Виттон для проведения выставки «Душа странствий». Однако это вызвало общественный бурный резонанс, и по приказу правительства он был демонтирован. Новая эра. В конце 70-х было всего 2 магазина, а уже к началу 90-х аж 125. В общем, Вьютоны взяли развитие торговой сети в свои руки, они стали продавать товарный знак. Токио и Осака, затем Гонконг, Сингапур, Индонезия, Таиланд и Америка, и, конечно же, Пекин. Короче, весь мир теперь знает про Луи. Это все еще я и все еще с пакетом. Впереди конкурс, продолжай смотреть. Ну и, пожалуй, главное бизнес-событие этой эры – объединение в 1987 году с группой Moet Hennessy, превратившись в 4 мощнейшие буквы LVMH. Чтобы вы поняли, насколько все круто, давайте посмотрим на список компаний, которые входят туда на данный момент. Ага. И оборот за 2018 год – 46,8 миллиардов евро. Спасибо. Во главе всего этого стоит Бернар Арно. Очень интересная личность. Власти моря. Он занимает 4-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием 77 миллиардов долларов. Интересные факты. Луи Виттон гордится своими кофрами для хранения спортивных трофеев. Например, Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года приехал в Москву в специальном кофре от Луи Виттон. Презентовала его супермодель Наталья Водянова. Кстати, невеста сына основателя LVMH Бернара Арно. Главным шагом становится приглашение в 1997 году на должность арт-директора смелого Марка Джейкобса. И понеслась. Марку было страшновато, архивов одежды-то нет, с чего начать неясно. Первая коллекция была экстра минималистична, наверное, самая минималистичная за всю историю. Вдохновленная спортивной одеждой, первым чемоданом Трианон и его серым цветом. Похоже больше на униформу без лого, монограммы и тем более сумок. Но потом он смекнул и храбрости набрался, и было уже не остановить. Тут тебе и трусики, и мотоциклетные шлемы, и рюкзаки, и алый вырви глаз цвет. Апогеем стала коллаборация с культовым американским художником Стивеном Спраузом. Они зафигачили надписи неоновые поверх всех знаковых моделей, прикиньте. А дальше и рейв, и аппликации какие-то детские, и бабочки, зайчики, ну и, конечно же, коллаба с Такаси Мураками. В 2002 году он перерабатывает холст с монограммой в набор из 33 цветов на белом фоне. А в 2005 украшает ее же вишенками. Визажист на площадку, поправка по мейку. Марк же продолжает эксперименты. Вот вам монограмма в лаковой куртке. Вот тебе сумка круглая. Вот тебе золотая. И немножечко Китай. Ну а если захотеть, можно много сумок сшить. А любимая моя коллаборация – это с художником Ричардом Принцем. Есть у него картины с медсестрами. Ну вот, он их и оживил. Выходят такие в повязочках и в прозрачных халатиках. А сумки трафаретами измазаны. Экзотический показ был очень хорошо стилизован, и Мадонна его рекламировала, ножки в бистро задирала.
Самый трэш был вот это. Я не могу это объяснить, но пропустим. А потом сразу и Бог создал женщину. А однажды все модели приезжали из лифта. Коллекция фетиш содержала корсеты, наручники, маски, домработницу и курящую музу Марка Кейт Мосс, закрывающую показ. Ой, разгорячился. Кстати, одна из самых дорогих сумок создана в коллаборации с Йоко Само. Йоко Само — это художница такая. Сумка в форме тыквы стоила $133 430. В 2012-м подиум был сахарной каруселью, и сумки стали прозрачными. В то время бренд рекламировали Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, пермячка Наталья Поли и Ума Турман. Я в рекламной кампании Louis Vuitton. Чик. Интересные факты. В 2007 году лицом рекламной кампании стал Михаил Горбачев, возможно, зашифровав в ней критику политической ситуации в России. Перевернув картинку, журналисты Financial Times заметили, что в сумке единственного президента СССР лежит издание с заголовками о нераскрытых убийствах журналиста Анны Политковской и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Все поменялось, когда на смену из Баленсиаги пришел Николя Жюскьер. Показанная в его первой же коллекции сумка Petite Malle в форме миниатюрного чемодана Louis Vuitton довольно быстро стала базовой необходимостью любого модного гардероба, а через пару лет была возведена в ранг классики. Марк думал образами, а Николя формами и фактурами. Его героиня совершенно другая, более холодная, начитанная и уверенная в себе. Николя все любят, каждую вещь нужно рассматривать. Вот новинка, например. Ну а чё нет? И интересный факт. В 2016 году Николя Жюскьер выпустит коллаборацию... Выпустит. Я же в будущее смотрю. Шар. В 2016 году Николя Жюскьер выпустил коллаборацию с игрой Final Fantasy, использовав аватаров из этой игры в рекламной кампании. Вот оно будущее. Цены на его творчество сейчас. Платок от 11 тысяч, футболка от 62, юбка от 79, обувь от 57, верхняя одежда от 133. Ну, в принципе, доступно. Это все еще я, и все еще с пакетом. Впереди конкурс, продолжай смотреть. В 93 году была запущена первая в истории дома линия мужских аксессуаров под милым русской душе названием «Тайга». В нее вошли дорожная сумка «Станислав», бумажник «Байкал», портфель «Игорь» и визитница «Курган». К концу 90-х мужские аксессуары и одежда выросли в целое направление. С 2011 года мужскую линию возглавлял Ким Джонс, благодаря которому появилась громкая коллаборация LV и Supreme. Про нее-то вы слышали. В 2018 году Джонс был переведен на такую же позицию в Dior, слава богу, а мужскую линию LV возглавил Virgil Abloh. Журнал Time в 2018 году включил Abloh в 100 самых влиятельных людей планеты. Первая коллекция наделала много шума. Приехал даже Канье Уэст и плакал в конце на радостях, обнимая друга. Было трогательно, в прямом смысле. Вторая коллекция Abloh, вдохновленная творчеством Майкла Джексона, слишком круто вписалась в повестку дня. Показ состоялся за неделю до выхода скандального фильма «Покидая Неверленд». И Луи Виттон, и Virgil оперативно принесли извинения и заявили, что все вещи, напрямую отсылающие к эстетике певца, будут сняты с продажи. Первая коллекция Virgil уже доступна в бутиках и онлайн. Цены на аксессуары от 17, на сумки от 81, на обувь от 63, на одежду от 41 500. Интересные факты! В апреле 2018 года Louis Vuitton представил коллекцию предметов интерьера. Сейчас их можно приобрести даже на сайте. Самый дешевый предмет – цветок, вдохновленный эмблемой бренда, стоит 20 600 рублей. Ну и если захотите, можно приобрести кресло Кокон всего лишь за 7 миллионов 559 тысяч рублей. До квартиры можно купить. Что купить в Louis Vuitton? Конечно же, культовые сумки. Speedy 68, Nae от 78, Keepall от 89, Alma 98, Steamer от 170, Petite Malle от 320 тысяч рублей. А если сильно хочешь Louis Vuitton, но думаешь, что тебе это дорого, вот тебе вещи, на которые ты точно сможешь накопить. Визитница 12 тысяч, ключница 12 тысяч, брелок 16 600, серьги пусеты 16 600. Серьги и пусеты, мой стандартный набор. В России купить Louis Vuitton ты можешь. В Москве в бутиках в ГУМе, ЦУМе, на Столешниковом переулке и в галерее «Времена года». В Санкт-Петербурге на Невском проспекте и почему-то в Сочи на улице Войкова. А меня сочинские не от за это. Теперь ты понимаешь, почему это столько стоит. Покупая Louis Vuitton, ты платишь за качество и причастность к истории. А если этого мало, вот тебе фильм Марк Джейкобс и Louis Vuitton 2007 года. Найти его сложно, на русском нет. Скидывай ссылку в комментариях
если отыщешь. Самая подробная история бренда есть в книге Louis Vuitton «Империя роскоши». На русском доступна только на Авито, а на английском в бутиках. Мое любимое издание Louis Vuitton Catwalk. Там собраны все женские показы до 2018 года в 1350 фотографиях. Кстати, именно его ты можешь получить в подарок с доставкой, сделав следующее. Подпишись на канал, поставь лайк этому видео, нажми на колокольчик и напиши в комментариях, какая у тебя первая ассоциация с модным домом Louis Vuitton. Результаты в следующем видео про модный дом. Ну что сказать. Это был финал видео про Louis Vuitton, и я Гоша Карцев. Пока. Папа подарит тебе весь Луи. А почему сыпется с меня все? Louis Vuitton.